Рассмотрим работу с инструментами «Сместить», «Разделить» и «Объединить». Эти инструменты необходимы для того, чтобы из простых фигур создавать более сложные фигуры, более сложные конфигурации. Первый инструмент «Сместить». Он напоминает инструмент в SketchUp. Находится инструмент здесь на панели, называется «Смещение». Алгоритм работы с этим инструментом. Первое. Выбрать инструмент смещения. Далее щелкнуть объект, который мы хотим сместить. Его щелкнул. Курсор превратился в стрелочку с значком смещения. И щелкнуть то место, где вы хотите закончить смещение. Можно внутрь, можно наружу. Некоторые советы. Для того, чтобы смещать, возьмем опять инструмент смещения, выберем линию фигуры и далее можем ввести точное смещение. Обратите внимание, в панели измерения написано в данный момент 21 мм. Я могу написать 30, Enter. Курсором указывать здесь и писать ничего не нужно. Значит, мы смещали внутрь. Но если мы сместим наружу, произойдет следующее. Смещаем, допустим, наружу. Я пишу 10 мм, Enter. Вот, пожалуйста, можно внутрь, можно наружу. Можно также изменить стиль линии, которая является линией смещения. Для этого необходимо выбрать эту линию, и в лотке по умолчанию стиль фигуры выбрать. Например, выберем какую-то штриховую линию и толщину там ее зададим больше, 2. И посмотрите, что произошло. Вот эта линия стала такая. Вы скажете, а где же, куда делась и куда пропала предыдущая фигура? Значит, надо упорядочить. Отправим ее на задний план. И видите, эта фигура появилась. Да? Если при смещении снаружи пропала фигура, значит необходимо ее что сделать? Переместить на задний план. Вот в принципе все, так работает инструмент смещения. Теперь инструмент разделить. Для создания сложных конфигураций иногда бывает удобно разделить эти фигуры на какие-то части. Для этой цели предусмотрен инструмент разделить. Инструмент вот он находится, разделить. Алгоритм работы следующий. Выбираем разделить. Далее щелкаем на край фигуры, которую мы хотим разделить. Щелкнули. Щелкаем на другое место, где мы хотим отделить. Щелкнули. И внешне ничего не произошло. Но на самом деле, если мы теперь выберем эту фигуру, посмотрите, вот этот кусочек, который мы отметили, он отделен. Теперь мы его можем удалить. Вот удалили мы кусочек этой фигуры. Значит, так можно поступать с любой из этих фигур таким же образом и получать в результате такие кусочки дуг, там прямых, вместе, по отдельности и так далее. Дальше инструмент следующий, соединение. Бывает ситуация такая, вот я изображу, например, здесь один кружок и дальше здесь второй, которые пересекаются вместе. Чтобы нам не мешали эти нижние, то я их удалю. Нижний удалю и этот удалю тоже. Нам, допустим, необходимо объединить два круга этих в единое целое. Для этого необходимо вначале разделить, то есть мы должны выбрать вот здесь точку, значит, и мы отделили. Можем мы выбрать, вот видите фигуру и видим, что кусочка здесь нет. Но выбираются эти фигуры по отдельности. Для того, чтобы эта фигура была цельной, чтобы ее можно было выбрать, то для этого существует инструмент «Объединить». Выбираем инструмент и щелкаем в том месте, вот видите, где они должны объединиться. Щелкнули здесь и щелкнули
вторую часть. Дальше раз. Щелкаем здесь и здесь. Ну, еще раз. Здесь и здесь. Теперь, смотрите, выбираем фигуру. И у нас получилась единая цельная фигура. То есть и залить ее можно будет цветом, она будет сохранять единый цвет. Это единая фигура. Ее можно переместить в другое место, а она остается цельной фигурой. Очень удобно для создания сложных фигур. На этом все.